Здравия! Статья 50. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона, а какого не указали. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания. Статья 51. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи. Освобождение от обязанности давать свидетельские показания. Обязанность выдумали, а для кого не указали. Привыкните на любой вопрос мента отвечать 51 статьей, поскольку он выступает в якобы суде на стороне обвинения. А вдруг он что-то не так запомнит, а запись не сохранилась, если она вообще будет. А поумнее в этой ситуации по полномочиям бить. Их задача охранять человека от физлиц. Статья 52. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Статья 53. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной власти или их должностных лиц. Ох, как будто в сказочную страну попал. Статья 54. Закон, устанавливающий или отягощающий ответственность, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. Это очень важно, запомните. Не могут шить статьи ранее даты появления закона. И судить могут только по закону на момент совершения преступления. Но если смягчили или отменили в новой редакции, или заменили новым, то применяется он. Опять же, если уже судят, то тут либо с головой проблема конкретно у тебя, поскольку не можешь остановить эту клоунаду, либо идет полный беспредел. Еще момент, что человека в любом случае не станут притягивать. Ну или по крайней мере все должно остановиться на моменте общения с ментом. Человеку нет необходимости ущемлять права других или совершать преступления. Статья 55. Перечисление в Конституции Российской Федерации основ прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Перечисление на счет, видимо. А где эта Конституция? У нас только коммерческая фирма устав, в верхнем регистре которая. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заметили, страна и государство разные вещи. И вот мы впервые столкнулись с ограничением прав человека. То есть, если в федеральном законе будет написано ограничение прав человека, то все равно мне будет пофигу на их хотелки. Полномочий-то ни у кого нет, и конкретный закон не указан. Статья 56. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. Здорово, повинны только граждане при ЧС. Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации, ее отдельных местностях, может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным законом. Кто живет на дне океана? Помните губку Боба? Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 часть 1, 24, 28, 34 часть 1, 40 часть 1, 46-54 Конституции Российской Федерации. Ох, как я люблю вот эти пересылки на другие законы. 20 – это право на жизнь. 21. Достоинство личности, пытки, насилие и унижение. 23.1. Неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, защита чести и доброго имени. 24. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни без согласия не допускается. И органы обязаны обеспечить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы. 28. Свобода совести. Свобода вероисповедания и распространения. Прикиньте, ураган идет, а ты исповедуешь. Как там попы по ящику говорят. Не надо лечиться, помолитесь и все пройдет. 34.1. Защитили предпринимательскую и прочую экономическую деятельность.
То есть, если поднимают цену на воду в канистрах во время ЧС в десятки раз, это норм. Так и надо. 40.1. Право на жилище. 46-54. Это судебная возня, защита прав и тому подобное. Но тут опять Конституция Российской Федерации правильно написана. А где она вместе с этим государством? Забегу немного вперед. Зачем вообще этот раздел читаю? Дабы понять, есть ли ущемление прав человека. Всплыло единственное место, что они желают ограничивать права человека федеральным законом. То есть, если вдруг найдется федеральный закон с надписью об ограничении прав человека, то опять нас это не волнует. Действуем по обстоятельствам. Плешивый-то законы не подписывает. И губеры тоже. Недавний коронавирус это показал наглядно. Они не хотят на себя брать никакой ответственности. Темой про подтверждение законности требований или покажите закон за подписью Санцеликова и красной президентской печатью можно любую тему останавливать. Не рассказывайте только эту информацию идиотам. Опять же, тут речь о государстве, которого нет и его конституции. Нас окружает корпорация, зарегистрированная в нашем любимом АСАШАЙ. Недаром его каждый день обсуждают по ящику. Как там хозяева живут. Всем добра, здоровья, процветания и денег.